Желчный в паре с печенью работает 24 часа без остановки, так же, как и сердце. Желчный пузырь похож на склад токсичных отходов, которые старается как можно скорее эвакуировать из организма. При этом желчь выделяется только на пищу и в первую очередь на жиры. Вот 5 стадий концентрации желчи. При среднем темпе синтеза белка желчный пузырь заполняется через 2 часа. Если желчи деваться некуда, пузырь заполнен, тогда происходит всасывание воды и желчь уплотняется в 2 раза. Это первая стадия, когда желчь светло-желтая, жидкая и текучая. Вторая стадия наступает в промежутке от 2 до 4 часов. Желчный пузырь снова уплотняет желчь, сгущает, и она становится светло- или темно-оливкового цвета, менее текучей и по консистенции похожей на кровь. Третья стадия наступает в промежутке от 4 до 6 часов. Желчному опять приходится уплотняться, поэтому пузырь начинает сокращаться и тромбовать желчь, и она становится еще темнее, приобретает темно-зеленый цвет. Через 6-8 часов это уже темно-коричневый цвет. Стадия, когда желчь по консистенции похожа на гной. На этой стадии в желчном пузыре размножаются бактерии и начинается воспаление. Например, лямблии перебираются из кишечника в желчный и вызывают воспаление. Если спустя 8 часов пузырь не опорожняется, наступает 5-я стадия. Желчь становится густой, цветом как асфальт. Это стадия формирования желчных хлопьев, кристаллов и камней. На экране фото камней внутри желчного пузыря. Важно запомнить, что стадия формирования желчных камней, или точнее желчнокаменной болезни, случается не за один раз. Это происходит, если желчный пузырь систематически не опорожняется дольше 8-10 часов. Возникает логичный вопрос, как питаться, чтобы не допускать этих проблем. Обратите внимание на 2 момента. Когда закончился последний прием пищи, а также когда начинается первый прием пищи, то есть завтрак. Чем больше интервал между приемами пищи, тем дольше желчный пузырь не опорожняется и, соответственно, тем гуще желчь. Длинный пропуск у каждого человека – это ночной сон, и это время физиологического сгущения желчи. Например, если съесть кусок мяса и гарнир в 19:00, то желчь будет течь 2 часа, до 21:00, а затем сфинктер закроется. А если выпить стакан кефира, то желчь будет течь 1 час, до 20:00. Если завтрак в 7 утра, значит желчь к этому времени накапливается в пузыре 10-11 часов. Если на завтрак выпить только чашечку кофе, а затем перекус, например, в 11 утра, желчь накапливается в пузыре уже 14-15 часов. Если рано ужинать и поздно завтракать, и это происходит систематически, появляется риск возникновения желчнокаменной болезни. Решение здесь следующее. Чтобы желчь в пузыре не застаивалась и обновлялась регулярно. Старайтесь не допускать продолжительной паузы между последним приемом пищи и завтраком. И возникает вопрос, как это сделать. Например, если ужин 19:00, непосредственно перед сном употребите стакан домашнего кефира, йогурта или золотое молоко. Разумеется, без сладкого и пищи. Так как вы употребите жиры, желчный будет активным еще час. Например, если выпить кефир в 23:00, то отток желчи будет происходить до 24:00. Если завтрак поздний, тогда попробуйте запускать желчный раньше. Например, после пробуждения натощак выпейте 1-2 стакана теплой воды. Температура воды 40 градусов, но не горячая. Это запустит частичный отток желчи. Далее, через минут 40 можно плотно позавтракать. А что делать, если завтрак нужно пропустить? Спустя 40 минут после приема теплой воды выпейте напиток, в котором присутствуют жиры. Подходит чашка какао с молоком, золотое молоко, стакан орехового или другого растительного молока. Для спортсменов подойдет протеиновый коктейль на молоке. Вегетарианцам можно попробовать свежевыжатый сок с добавлением ложки кокосового или другого растительного масла. Думаю, цель понятна. Как только в желудок поступят жиры, начнется отток желчи. При этом не забывайте, желчь состоит на 95% из воды.
Если в течение дня пить мало воды, желчь будет густой, независимо от того, когда и что человек ест. Если будут вопросы по теме, пишите, отвечу.